Друзья, вот такая шикарная капуста тушеная с грибами у нас получилась. Диетическая. Друзья, я всех приветствую на канале «В гостях у Мишани». Сегодня мы будем с вами тушить капусту. Не просто капусту, а с шикарными, пахнючими и ароматными грибами. Друзья, с чего мы начнем? Давайте подготовим наши овощи, почистим их. Морковку, лук. Ну и взяли половинку красного лука. И давайте помоем наши овощи. Друзья, ну пока мы будем нарезать лук, можно поставить наш сотейник на огонь, пусть греется, для того, чтобы обжаривать лук. Пока греется наш сотейник, ребят, давайте нарежем лук. Лук можно резать полкольца, ребят. Вот так. Сковородка нагрелась. Давайте вольем ложку столовую масла. Какие красивые цвета. Ну и нагреется масло, будем обжаривать лук до прозрачности. Давайте бросим лучок наш. Вот так. Вот заиграл. Слышите, какой звук? Шипение. Вот так, друзья. Мы его немножко распустим. Друзья, пока обжаривается лук, мы будем натирать морковку. Морковку будем натирать на крупной терке. И не забывайте про лук, чтобы он не горел. А то уже немножко надоели тяжелые мясные блюда. Давайте сделаем что-то легкое сегодня на ужин и поужинаем. А белок мы заменим растительным белком, это грибы. Мы взяли шикарные грибы. Королевские шитаки. У них свой аромат, они мясистые, держат форму, у них мало жидкости, вкус очень концентрированный. И поэтому мы взяли всего 20 грамм грибов, чтобы не перебивал вкус капусты. Ну, возьмем шампиньоны, традиционные наши грибочки. Раньше обжарим шампиньоны, потом добавим шитаки королевские. Вот, друзья, пошел обалденный запах лучка нашего. Как будто он зовет: обратите на меня внимание, мне стало слишком жарко. Ну давайте его немножко перемешаем. Пока специи ничего добавлять мы не будем, ребят. Сейчас осталось нам добавить морковочку. И вот, друзья, добавим морковочку. Теперь, друзья, мы можем перемешать все. Смотрите, какая-то красота. Ребята, сейчас мы добавим перчик. Свежемолотый, очень люблю. Обалденный запах. Вот так. Вот запах уже пошел какой. Ну и пока сделаем маленький огонек, пусть тушится. А этим временем, ребята, мы пока нарежем грибы. Друзья, посмотрите, какие-то шикарные грибы. Запах обалденный. Очень ароматные эти грибы, ребят. 20 грамм нам будет достаточно. Давайте нарежем их раньше вдоль. А потом вот такие кусочки мы сделаем. Вот я их режу, обалденный аромат, обалденный. Эти грибочки, шампиньончики, друзья. А шампиньончиков мы взяли 350 грамм. Уже надоела эта мясная пища, она тяжелая на ужин.
немножко хочется разгрузиться, употреблять белки растительного происхождения. Грибы, пожалуйста, те же белки. Давайте сделаем побольше огонек, чуть-чуть. Пусть разогреется немножко, а мы отправим с удовольствием наши грибы. Я делаю всего на 3 порции, только чтобы сегодня поужинать, а завтра будем делать что-то новое, придумаем. А сегодня у нас будет легкий семейный ужин по-домашнему, ребят. И теперь давайте добавим грибочки. Ну, естественно, сварим молодую картошечку. Немного сливочного масла, чеснока и укропчика. Сейчас грибочки пустят водичку. Давайте их тоже присолим немножко. В шампиньонах очень много воды. А вот в королевских шиитаке воды поменьше, ребята. И структура плотная и очень вкусная. Друзья, обязательно добавим горячую воду, чтобы не прерывать процесс. И пусть все потихонечку тушится. Вот он. Меньше огонек и пусть себе тушится. Вот такая, друзья, у нас бомбическая красота получается. Легкий диетический семейный ужин. У меня на 3 персоны. Мы тут вдвоем будем с женой кушать, но может кто-то в гости заглянет и его накормим. Поэтому я всегда делаю на 1-2 порции больше. Ну, друзья, тушится лук с грибами, с морковкой. Давайте нарежем. Капуста молодая. Будет очень вкусно. Посмотрите, какая капуста красивая. Смотрите, какая красивая белокочанная капуста. Она еще и сочная очень. Красота, смотрите, какая красота. Грибочки. Давайте добавим сейчас наши королевские шиитаки. Друзья, кому не нравятся грибы, оставьте только шампиньоны. Мне просто очень нравится сладость этих грибов. Много я не даю, всего 20 грамм, потому что они очень доминантные. Друзья, только отправили шиитаки королевские, сразу пошел обалденный запах. Я уже говорил, да, свежего яблока и где-то вдалеке лимона и цедры. Обалденный запах, конечно. Сейчас мы все это прожарим. Вот оно пошло все. Запах пошел обалденный, конечно. Дадим грибочкам прогреться. Пусть они немножко прожарятся. А у нас сегодня будет, ребята, вот такой диетический ужин. Видите, даже 1 ложечку всего масла дал. Вот, пусть себе тушится. Давайте их закроем, подсолим. Друзья, мы сюда пол-ложечки базилика сухого. Я люблю сухой базилик. Видите, пол чайной ложечки базилика, друзья. В сухих травах я люблю их добавлять, когда оно все варится и тушится. Потому что в сухих травах больше вкуса, ребята, и вкус больше концентрированный. Свежие травы я люблю подавать при подаче. Или просто освежить блюдо перед подачей. А в основном я люблю пользоваться сухими специями, ребят. Именно сухими травами. Ну и закроем. Пусть себе тушится. Ребята, грибы прогрелись, пустили воду немножко. И все равно структура у них плотная, такая шикарная. Такая консистенция, там не передать, друзья. А запах обалденный. Ну давайте мы с вами займемся так. Давайте дадим специи. Значит, пол-ложечки кориандра, ребята. Пол-ложечки кориандра, видите?
Ложечки копченой красной паприки. И все вместе даст нам обалденный запах, ребята. Ну и вкус, конечно. Давайте прогреем специи. Вот так. Я бы добавил бы еще острый перчик, но красный, но у меня не любит никто, кроме меня. Отлично. Какой насыщенный вкус получился у нас. И запах такой же. Такая красота у нас получилась, ребята. Мы добавили специи. Сейчас будем бросать капусточку. Друзья, воды мы заливать не будем, просто сделаем маленький огонь. И то же самое подсолить немножко капусту, ребят. На самом маленьком огне пока. Пусть тушится. Ну, друзья, хочу поблагодарить вас за просмотр, за комментарии, за лайки. Большое спасибо. И особое спасибо своим подписчикам. Большое человеческое спасибо. Ваши подписки, ваши комментарии и ваши лайки, ребята, продвигают мои видео. И тогда YouTube показывает большее количество людей мои ролики. А мои рецепты очень вкусные. Пользуйтесь ими на здоровье. Мне будет приятно, а вам будет, ребята, вкусно. Ну, будем тушить примерно 15 минут, ребят. 20. Вот, друзья, то, что я с вами говорил. Капусточка осела, дала водичку свою. И все это будет тушиться, ребята, в собственном соку. Видите, сколько воды пустила капуста, ребят? Мы воду не добавляли. Это все будет тушиться в собственном соку. Не держит форму. Давайте освободим немножко места, ребят. Ну и будем обжаривать томатную пасту. Друзья, здесь у нас 1 столовая ложка. Друзья, и добавим сахар. Тоже чайную ложечку где-то. Вот так. Чуть больше. И сейчас прожарится. Мы вмешаем ее в капусту. Она так будет более слаще и более вкуснее. Вот все, давайте вмешаем ее сейчас. И крышкой больше не закрывайте, пусть испарится немножко вода, чтобы это не превратилось в суп. Хорошо перемешайте один раз, сделайте маленький огонь и пусть себе она тушится. Уже почти мягкая, но хорошая капуста уже. Полностью диетическое блюдо, ребят. Мы и ограничились томатной пастой. Мы и ограничились маслом, мы и ограничились солью, ну, правда, специи дали. Ну и мясом ограничились, вместо мяса мы дали грибы. Получилось даже вкуснее, чем с мясом. Нет этого навара мясного и жира этого мясного, и получилась очень вкусная капусточка с грибами. Все. Пусть себе тушится. Друзья, вода стала выпариваться. Видите, водички уже практически нету. Мы крышкой не накрываем, потому что если мы накроем крышкой, это будет суп просто густой. Пусть вода испарится, несколько раз перемешаем, выключим
И тогда мы закроем крышкой, пусть она еще настоится. Еще минут 10 мы потушим ее. Какая красота. И слегка прижарим. Друзья, как всегда, все ингредиенты, все специи будет указано под роликом. Будет написано все подробно, какие специи я брал и сколько. И сколько вообще я брал продуктов. Друзья, наша тушеная капуста готова. Мы сейчас нарежем зелень, присыпем ее, выключим огонь и закроем крышкой. Вот так. Взяли мы здесь петрушка и укроп. Вот так. Друзья, наша капуста готова. Все протушилось. Все очень вкусно, все обалденно. Грибочки на месте, обратите внимание. Они не развалились. Я их попробовал, они такой сладковатый привкус они имеют. Но достаточно ароматный. Структура достаточно плотная. Давайте присыпем, как всегда, я люблю зеленушкой свежей в конце. Ну и пусть закроем еще, пусть себе немножко напаривается. А потом встретимся на дегустации, ребят. Оставим еще немножко зелени. Вот такая красота, друзья, у нас получилась. Класс. Вот такой шедевр, друзья. Друзья, вот такая красота у нас получилась. Обалденная тушеная капуста с микс грибами. У нас шампиньоны и королевские шитаки. Ароматные, очень вкусные грибы. И ароматная, хрустящая, нежно-хрустящая, ребята, капуста. Достаточно специй, специй много не надо. Грибы жареные, лук жареный и капуста тушеная дополнили вкус без лишних специй. Много специй мы не брали. Вот такая красота у нас получилась. Смотрите, ребят. Всем рекомендую. Пользуйтесь моим рецептом. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем мира, добра. До новых кулинарных рецептов, ребята. Всех люблю. До свидания.